Всем привет! В прошлом выпуске мы показали кухню Туркменистана. В этом выпуске мы познакомим вас с не менее интересной кухней Монголии. Для приготовления мясных блюд используются наиболее распространенные виды мяса: баранина, козлятина, говядина. Мясо сорлыков и конина встречаются реже, иногда используется мясо тарбагана и другой дичи. Для молочных продуктов используется кобылье, коровье, ячье и в зоне полупустынь и пустынь верблюжье молоко. Сырое молоко в пищу не употребляется, а подвергается сквашиванию или сбраживанию. Исключение составляют случаи приготовления сутей-цая, когда сырое молоко добавляется в кипящую воду и доводится до кипения. Также используются пшеничная мука и рисовая крупа. Картофель, капуста, морковь, репа, чеснок, лук в свежем виде в пищу, как правило, не употребляются. Овощи предварительно варят или приготавливают на пару. Итак, перейдем к самим блюдам. И начнем с мясных. И первое — это бузы, или же монгольские манты. Лепят их из кусочков несоленого теста круглой формы, наполняют мясной начинкой и готовят на пару. Фарш чаще всего делают из свежей ягнятины и курдючьего сала. Мясо обязательно должно быть рубленым, при такой разделке оно получается более сочным. В начинку добавляют лук, чеснок и острый перец. Принято есть их руками. Банш – более мелкая разновидность буз. Отвариваются в кипящей воде, по форме напоминают вареники или пельмени. Следующее блюдо – борц. Этот мясной продукт предназначен для длительного хранения. Такой способ заготовки придумали в древности, но применяют его до сих пор. Баранье или верблюжье мясо освобождают от сухожилий, нарезают полосками в 20-30 см и вялят в течение месяца в затененном укрытии. Условия обработки должны соблюдаться. Необходимы сухая погода и хорошая вентиляция. После высушивания полоски становятся твердыми. Их хранят в виде кусочков или перекручивают до зернистого состояния. Борц используют для приготовления бульонов или добавляют в сутей-цай. Еще одно блюдо – хорхок. Это изысканное блюдо из дичи. Тушу животного разделывают, выбирают подходящие куски, затем мясо перекладывают раскаленными камнями для дополнительного нагрева внутри котла. Добавляют овощи, лук, картофель, морковь, затем все заливают наваристым бульоном с солью и перцем. Далее готовят на огне в течение 1,5 часа. Хорхок – деликатесное блюдо, если приготовлено из свежего кабаньего или сайгачьего мяса. В настоящее время слово «харгок» обозначает также консервированную тушеную говядину фабричного производства. Блюдо харшул, что буквально переводится как «черный суп», бульон, получившийся в результате варки бараньего мяса из субпродуктов, которые придают бульону темный цвет, с мелко нарезанным отварным мясом и луком. Цуйван – домашняя лапша с овощами и тушеным мясом. Для приготовления блюда замешивают тесто с яйцом, взбивают до эластичности и выстаивают. После готовности его тонко раскатывают, сворачивают рулетом и нарезают лапшой для подсушивания. В топленом масле обжаривают лук и порезанное узкими полосками баранье или говяжье мясо. В процессе тушения на слабом огне в казан добавляют морковь и немного воды. Одновременно подсохшую лапшу проваривают на пару и выкладывают к основным продуктам. В Монголии любят жирный наваристый суп батан на бараньем или говяжьем бульоне. Перед приготовлением мясо нарезают крупными кусками и вымачивают в холодной воде в течение нескольких часов. Мясную похлебку готовят с добавлением корнеплодов, картофеля, лука и моркови. В конце варки отдельно в бульоне хорошо растирают муку с перцем и солью и выливают заправку в кастрюлю. Также стоит упомянуть и выпечку.
Хушур – изысканная выпечка из несоленого теста на воде с мукой. Для начинки используют рубленый бараний или говяжий фарш, перемешанный с луком, перцем и чесноком. Подготовленное тесто разрезают на кусочки и раскатывают. На одну половину круга кладут начинку, другой накрывают и скрепляют края в форме фигурной косички. Получается закрытый кармашек. Жарят хушур во фритюре на животном жире. Борцок. Вытянутый кусочек теста, жареный во фритюре из животного жира. В настоящее время жир часто заменяют растительным маслом. Бывают сладкие разновидности, их посыпают сахарной пудрой. Теперь поговорим о молочных продуктах. Арул – популярный молочный продукт, высушенный творог. Готовят его из коровьих сливок на основе специальной закваски. После закисания творожную смесь кипятят, добавляют соль, сахар или перец, затем отстаивают и процеживают. Для удаления лишней влаги тестообразную массу кладут под пресс. Обезвоженный блин разрезают на полоски и высушивают. Получившийся сухой творог имеет разный вкус – сладкий, соленый или кисло-острый, в зависимости от кондитерских добавок. Это изделие привлекает своей сувенирной формой в виде шариков, кубиков или колечек. Кумыс – кисломолочный напиток, изготавливаемый обычно из молока кобылы. Получается в результате молочно-кислого и спиртового брожения. Пенный напиток беловатого цвета, вкус кисловато-сладкий. Кумыс является самым популярным молочным продуктом в Монголии. Бяслак – вид сыра, сделанного из пресного творога, отжатого и спрессованного в форме четырехугольного пласта. Архи – молочный самогон, по вкусу очень напоминает сыворотку. Крепкий напиток, но легко пьется, поэтому от него неподготовленному человеку можно быстро опьянеть. Молочных продуктов очень много, и мы перечислили самые популярные из них. Также стоит упомянуть знаменитый монгольский чай – сутей-цай. Готовят его из брикетированного зеленого чайного листа. 2-3 столовых ложки растертого порошка запаривают 1 литром кипящей воды и варят на плите несколько минут. В качестве обязательных ингредиентов используют молоко, топленое масло или пережаренную в животном жире муку, чтобы добиться легкого загущения жидкости. Характерный вкус напитку придает и подсаливание, а любители крепкого аромата добавляют в пиалу горошину душистого перца. Сутей-цай используют в качестве главного питья в течение всего дня. Его обязательно подают перед мясными блюдами. Фрукты в Монголии не распространены, так как местный климат не позволяет их выращивать. Местные реки переполнены рыбой, но, как и в Афганистане, ее практически не едят. Сладости, которые тоже не особо распространены, присутствуют. Например, монгольское печенье борцог или праздничный торт ул-бова. Праздничный торт делается из нескольких слоев теста, похожих по форме на традиционную обувь, и заполняется сладостями. Такие торты готовят для семейных праздников, юбилеев, свадеб, а также для встречи национального праздника Цагаан-Сар. Когда я сам был в Монголии, то видел на некоторых перевалах плотные леса кедра, что свидетельствует о присутствии кедрового ореха в некоторых районах страны. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока. Продолжение следует.